Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзоре игровая мышка Dream Machines DM5 Blink S. Она очень быстрая, точная, а также она удовлетворит большую часть ваших потребностей в любой из игр. Мышка выглядит очень качественно, имеет вес в 95 грамм для лучшего комфорта в играх, покрыта чем-то наподобие Soft Touch, поэтому покрытие достаточно маркое, но приятное на ощупь. Ну а стоит она примерно $30. В комплекте у нас инструкция, запасные слайдеры и сама мышка. Мышка сделана в черном цвете и, как я ранее говорил, имеет прорезиненное покрытие, но не только сверху, как это часто бывает, а еще и по бокам для лучшей хватки мышки. Она среднего размера и сделана под хватку правой рукой. Также присутствует подсветка логотипа, колесика, а также боковых ребер, и она имеет 8 кнопок. На нижней части у нас 3 слайдера, один сверху и 2 снизу, и 2 переключателя. Левый переключатель отвечает за подсветку, а правый за частоту опроса мышки и имеет 3 режима – 250, 500 и 1000 Гц. Кабель длиной 1,5 метра, имеет тканевую оплетку, он очень легкий и гибкий, так что мешать он вам точно не будет. Также на кабеле присутствует ферритовое кольцо, чтобы избавиться от помех, и имеет позолоченный USB-коннектор. На верхней части мышки расположены 2 кнопки переключения уровня DPI от 400 до 19000. А на боковой стороне есть кнопка, которая называется DM Shot. Именно та кнопка, которой иногда не хватает, чтобы разместить на ней нужную функцию. Она размещена под большим пальцем, чтобы ею можно было быстро и удобно пользоваться. По начинке у нас новейший сенсор Pixar 3370, такой же как на мышке DM7, которая у нас ранее была в обзоре. И он показывает себя отлично и работает на любом типе поверхностей. Данный сенсор обеспечивает диапазон DPI до 19000. На мышке отключено прогнозирование и акселерация, чтобы на экране были видны малейшие движения, но сглаживание близко к нулю. А максимальная скорость передвижения мышки равна 10 метрам в секунду, или же 400 IPS. Переключатель установлены KLH GM 8.0 с внутренностями из авиационной меди и имеющий ресурс 80 миллионов кликов. На практике это примерно 10 лет безотказной работы. Боковые кнопки имеют ресурс в 5 миллионов нажатий, а скролл имеет переключатель Huano на 5 миллионов нажатий. Ну а низкий лот мышки в 1,8 мм позволит вам переместить мышку без нежелательных движений. Давайте теперь посмотрим ПО. Слева вверху вы можете назначить кнопки как вам удобно, а также можно назначить комбинацию клавиш или добавить нужные макросы. Снизу слева есть раздел с профилями. Вы можете их редактировать, создавать и удалять. С правой стороны у нас 4 раздела. Настройка DPI, подсветка, параметры и частота. В настройке DPI присутствует 6 уровней, которые вы можете отредактировать под свои потребности. Изменить DPI, отключить ненужные режимы и так далее. В разделе подсветка можно выбрать и настроить понравившийся эффект подсветки или совсем ее отключить. В параметрах можно настроить чувствительность, скорость прокрутки колесика, а также скорость двойного нажатия. Ну а в разделе с частотой вы можете выбрать нужную частоту или же переключить ее с помощью переключателя на самой мышке. В играх мышка себя показывает отлично. Четкие нажатия, никаких срывов сенсора, так что пользоваться ею одно удовольствие. Подведем итоги. Мышка Dream Machines, как всегда, на высоте. Высокое качество комплектующих, эргономичный дизайн, удобно лежит в руке, наличие кабеля никак не ощущается, понятное и удобное ПО. Думаю, на этом можно завершить наш обзор. Надеюсь, он был вам полезен. Все ссылки на мышку и ПО вы найдете в описании под роликом. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.